И очень попрошу Колю тоже включить резервную запись на всякий случай. И большая просьба, сейчас я буду делиться своим экраном. Подскажите, пожалуйста, а, будет ли видно? Так, вот экран. Видно. Видно? Видно, хорошо. Так, Я отключу звук пока. да, да, хорошо, спасибо. Начинаем наш прямой эфир. В эфире студия Delays. Это семейный проект. Возможно, кто-то будет смотреть записи, а возможно, кто-то не знает меня, поэтому я представлюсь. Меня зовут Анжелика, мою маму зовут Раиса Демидова. Она мастер по вязанию крючком, а я дизайнер и соавтор данного проекта. Вы можете подписаться на все наши социальные сети, в какой вам удобно следить за нами. Мы планируем сейчас скоро наполнять Pinterest уникальным тоже контентом. Пожалуйста, загляните туда, там много красоты. И также другие социальные сети мы ведем, даже если они заблокированы, мы их ведем и выставляем там достаточно много интересного контента. Подписывайтесь. Delays — это дом кружева. Наш девиз и слоган, да, это место, где традиции ручного кружева встречаются с высокой модой, многолетний опыт с энергией нового поколения. Наш симбиоз, так сказать, на таком взаимодействие мамы и дочки, где моя мама, она отвечает за традиции, за то, чтобы все, за творчество, да, вот все придумать, каждый мотив, это все придумывает она, берет просто ниточку, берет крючок и полет фантазий. Я здесь отвечаю за такую структуру, четкость, системность и то, как это упаковать и сделать так, чтобы это было доступным большинству мастеров по всему миру. Наша миссия — это популяризировать вязание и вписать наш кружевной стиль в историю моды. Очень надеюсь, что у нас это получится. А также объединить мастеров по всему миру и дать им понятный алгоритм освоения этой сложной техники. 4 направления, в котором мы развиваемся, работаем уже на протяжении 10 лет. Первое — это то, с чего мы начинаем. Мы создаем изделия в технике ирландского кружева. Далее мы начали обучать мастеров для того, чтобы расширить, так сказать, нашу команду. И изначально мы планировали просто в рамках одного мастер-класса обучить команду, но это затянулось на долгие годы, потому что сами мастера стали просить нас делать дальше мастер-классы, им стало это интересно, и так и родилось уже, я даже сейчас точное количество не знаю, но больше 10 мастер-классов. И также мы создаем манекен изделия на заказ, то есть это индивидуальный манекен, который вы можете у нас заказать. Он по индивидуальным мерочкам, так, и вы можете использовать его, чтобы создавать вот такие красивые изделия. Четвертое направление, в котором мы работаем, мы создаем такое сообщество мастеров, обучаем и также продвигаем и помогаем вам развиваться в данном направлении. На сегодняшний момент мы формируем свое пространство, свою платформу. В платформе будет обучение, то есть все мастер-классы. Мы в процессе переноса, поэтому если вы у нас обучались на предыдущих платформах, пожалуйста, не беспокойтесь, если вы регистрируетесь, у вас по волшебству сразу все не появляется. Мы ближе к лету обязательно добавим и перенесем вам все материалы, которые вы у нас приобретали. Если вы сейчас приобретаете на нашем мастер-классе что-либо, то у вас сразу же открываются и видео, и PDF-файлы, и фотопримеры, и самое главное — это группа по общению. Я думаю, что вы знаете, мы столкнулись с блокировкой Телеграма не так давно, и это, конечно, подтолкнуло нас массово, да, вот так вот задуматься на тему того, где мы можем основаться и общаться, чтобы у этого не было блокировок, а также где мы сделаем такую точку входа абсолютно для любого мастера, вне зависимости от того, в какой стране он живет.
Для нас таким выходом стало создание платформы. Платформа новая, могут возникать трудности, но мы оперативно стараемся их решать, поэтому благодарим вас за поддержку, за терпение. Для нас это тоже все в новинку, это достаточно серьезный и большой шаг для создания вот этого сообщества, места. Это труднее, чем нам казалось, и мы вот тоже вместе с вами учимся сейчас создавать такое пространство. Там у нас существуют такие страницы мастеров. Раиса Демидова а, публикует, можно сказать, просто уникальнейший контент, которого еще нигде нету и, возможно, не повторится в других социальных сетях. Поэтому, если вы хотите следить за, так сказать, первоисточником, вдохновителем, обязательно регистрируйтесь на нашей платформе и можете подписаться на ее страничку. Она делится просто какими-то невероятными там шедеврами только в рамках этой платформы эксклюзивно. Тема сегодняшнего эфира — это жилетка, ваш первый шаг в мир высокой моды ирландского кружева. Жилетка — это база. В ней нет сложности рукавов, но есть вот очень утонченная, красивая техника ирландского кружева, симметричная, что очень важно. Это та техника, в которой мы работаем. Мы работаем в симметрии мотивов. И я думаю, что жилетка будет в освоении, возможно, даже для тех, кто умеет держать крючок, да, но вот именно мечтал связать что-нибудь техники ирландского кружева, очень даже хороший шажочек, как возможность, потому что здесь отсутствуют у нас рукава, и получается, что у вас будет возможность связать данное изделие, например, на планшете. Исключительность. Это изделие, которое вы точно не купите в масс-маркете. Это изделие, которое вы сможете потом передавать из поколения в поколение. Это изделие роскоши, наследия. И здесь очень важно, пожалуйста, если вы будете создавать какое-либо изделие в технике ирландского кружева, не пожалейте ниточки, да, вот надо хорошие ниточки выбрать, не обязательно они должны быть дорогими. Вот, например, данная жилетка, она связана ниточками пеликан. Пеликан достаточно такая толстая ниточка, для новичков вообще в самый раз для освоения этой техники. Жилетка получится такой форменной, да, то есть немножечко грубоватой, не мягкой. И я думаю, что это, во-первых, поможет вам легко освоить данные материал, пройти и изучить данные мотивы, связать это изделие, а также дополнит ваш гардероб. Мы проводили марафон с 16 по 21 апреля. И марафон является частью мастер-класса по жилетке. На самом деле это такая ознакомительная часть. Вы можете, да, попробовать пройти эту ознакомительную часть, если вы потом смотрите нас в записи. Мы оставим ссылочку. Будет доступна возможность пройти бесплатно уже самостоятельно и понять для себя, хотите ли вы идти глубже и изучать данную технику. В рамках марафона вы изучили 3 мотива. Это мотив колечко, мотив кольцо шен и мотив ожерелья. В 16 апреля мы проводили прямой эфир, разбирали инструменты, пряжу, обсуждали это все с Раисой Демидовой. Эфир получился достаточно интересный. Вы можете найти запись у нас в социальных сетях. Если у вас не работает YouTube, то ничего страшного, мы сделали выгрузку на Яндекс Диск, поэтому вы сможете посмотреть вне зависимости, есть доступ, нет доступа к YouTube, вы сможете посмотреть запись этого эфира. Эфир посмотрело достаточно много людей, мы получили хороший позитивный отзыв, много комментариев. Огромное вам спасибо, что вы ставите лайк и пишите комментарии. Это помогает другим мастерицам нас увидеть. Да? Я думаю, что вы понимаете, что этот проект, он делается маленькими женскими ручками. Семейный проект мамы и дочки, и мы, возможно, не умеем там как-то правильно продвигаться. Мы учимся этому, стараемся и очень благодарим вас за поддержку, которую вы оказываете нашему проекту. За любой лайк, за любой комментарий, это нас действительно очень вдохновляет не останавливаться, двигаться вне зависимости от всех сложностей, блокировок, запретов и так далее. Мы очень стараемся его развивать.
Раиса, сейчас я предлагаю тебе прокомментировать работы мастериц, которые проходили наш марафон. Здесь не все. Я должна как акцентировать на этом, что здесь не все у нас работы. А, Здравствуйте всем еще раз. Да, я, знаете, очень много увидела элементов, которые у нас вязали на марафоне, хорошего качества. М, С опытом приходят мастерицы, мне очень приятно. Но элементы вообще новые. И новые элементы связаны, ну, буквально вообще это замечательно, потому что разобраться сначала надо в этих элементах. То, что вот очень быстро материал э, Был освоен. вы, да, был освоен и связали совсем новые элементы без ошибок. Большинство участников вязали без ошибок, поэтому мне очень понравилось. Так что очень было приятно, что новые элементы вот такие, вот посмотрите, как красивые, да, Ожерелье тут очень. очень-очень красивое. Ожерелье — это очень интересные элементы, которые, вот если вы видите, внизу у жилетки есть вот такие ожерелья, только там уже у нас, по-моему, из 12 звеньев, и они очень красиво смотрятся, это как внизу. Ну, вообще, элемент такой простой, кажется, но в вязании, в сборке он очень эффектный. Да. Ну и шин тоже великолепно. Да и посмотрите, как связаны. Ну, кстати, я заметила вот такие вот моменты. Дело в том, что у некоторых очень хорошо связаны колечко, очень хорошо связаны кольца шен, но как только переходят на вязание именно на цепочку из воздушных петель, то здесь получаются ошибки. А какие? Это вот, знаете, основы у нас есть ирландского кружева, которое мы, это как в мастер-классе «Новичок», и вот эти основы, как вязать цепочку из воздушных петель ровно, то есть чтобы она не была растянута. Вот это самое главное, потому что форму вот этого вот маленького ожерелья содержит именно вот фиксирует эта основа. Вот основа, она должна быть связана просто идеально, то есть с ровными воздушными петлями. И тогда у вас получится именно тот элемент, который был задуман. Вот такие. Ну вот здесь вот я вижу, что здесь маленький был тоже недочет. Перепутали лево, то есть лицевую сторону с изнаночной стороной в кольце шен, поэтому здесь маленечко не тот эффект получился. Ну, я думаю, что это просто новый элемент, и ошибки Да. неизбежны. Ну, вот как вот здесь вот, если вы видите, да, то здесь вот воздушная цепочка, она страдает. Но хотя я хочу сказать, что колечки идеально связаны. Ну, это вот есть такой момент, конечно же. Мы увлеклись кольцами, то есть вязанием вот, колечек. То у нас очень часто проходили марафоны с колечками, а вот с воздушными петлями, да, вот у нас получился вот такой вот пробел. Поэтому некоторые элементы у нас мы видим растянутые. Но я думаю, что когда вы будете вязать, у вас уже сформируется техника вязания, и вы будете вязать цепочку из воздушных петель ровно. Но я думаю, что необходимо будет все равно получить такие уроки, как напоминание, как вязать цепочки из воздушных петель и совмещать именно вот этот момент с основным мастер-классом, я думаю, что можно будет. Мгм. Тут я заметила, что здесь Ирина, она даже и почтовыми столбиками сделала, видишь, Ага. цепку Да. колечка, и обычным крючком. Опытный мастер. Ну да, конечно. Приятно, когда вообще подходит так,
как-то, вы знаете, организовано к домашнему заданию. Посмотрите, как расположены и на вот этой сеточке, чтобы показать размер. Приятно. Да, и еще как сфотографированные, очень прям люблю мастеров, которые фотографируют при хорошем освещении, так, чтобы было видно каждую петельку. И, мне кажется, даже тебе будет приятнее смотреть и понимать, там, как дать обратную связь, да. Ты сможешь увидеть и увидеть, там, может, где-то что-то пропущено. И вот прям, я знаю, что ты прям берешь планшетом и рисуешь мастерицам, где именно там есть помарка и что нужно, на что нужно обратить в следующий раз внимание, чтобы добиться более лучшего результата. Да, конечно, это же только опыт. С чего-то надо начинать, и ошибки неизбежны, поэтому мы просто с вами учимся. Пускай у нас будут ошибки здесь, на мастер-классе, но результат должен быть уже это безошибочный. Да. Отдельно хочется сказать спасибо всем мастерицам, которые в посту про знакомство написали вот такие тексты о себе, о том, откуда они, как давно они вяжут, что они хотят связать. Кто-то даже делился своими работами, прям прикреплял фотографии, что уже навязано. Это было очень приятно. Спасибо. Всегда приятно знакомиться с новыми мастерами, видеть, что творчество есть, творчество живет, даже вне зависимости от всех блокировок. Мы нашли друг друга и общались все эти дни активно. Вы сдавали домашние задания. Мне кажется, прям давно мы, во-первых, не проводили марафоны. Последний раз в ноябре. Представляешь? В ноябре, вот я сегодня вспоминала. У меня даже такая легкая мандражка есть, потому что я давно не выступала, не презентовала какой-то новый мастер-класс. Надеюсь, что сегодня мы порадуем вас тем, что мы сформировали, и, возможно, кто-то захочет дальше идти, глубже изучать эту технику. Да, и я хотела бы сказать еще один такой момент. Знаете, мне было очень приятно. Вот я всегда считаю, что учиться всегда лучше именно в группе единомышленников. Одному всегда очень трудно пройти какие-то преграды в обучении, а когда есть у тебя тот, кто подскажет, поможет вовремя. Мне было очень приятно. Я читала комментарии Екатерины, которые дала вот профессиональный. Мгм. Да, вот такой вот совет, как правильно заканчивать вязание колечка и как заправлять ниточку вообще вовремя. Я видела, что там мастерица, я не везде успевала всем отвечать, там, как домашнее задание, там, вот, я вроде прикрепила эти, как инструкции, да, но платформа новая, людей много, сейчас из-за блокировки, ну, короче, очень много где пишут, я не везде всегда успеваю, то есть я хожу вот так по кругу, всем отвечаю, я увидела, что они начали друг другу помогать и сами отвечать друг другу на вопросы, как они уже поняли, как прикреплять домашнее задание, я подумала, божечки, какие хорошенькие, помогают друг другу, спасибо, потому что, ну, правда, мы вот с мамой вдвоем с вами общаемся, и я понимаю, что вас много, мы одни, и мы иногда спим, и мы не всегда можем быть на связи. Поэтому огромное вам спасибо, что вы помогали внутри платформы другим мастерицам разобраться. Я думаю, что мы только-только наполняем платформу. Нас уже там больше 300 человек, платформе чуть меньше месяца. Я думаю, что мы со временем, конечно, будем наращивать, так сказать, экспертизу в этом пространстве и делать его понятнее, доступнее, удобней. То есть это вопрос времени. И мы работаем всей командой над этим. Да, это хороший опыт, кстати, для нас, для нашей платформы, именно марафон. Мы теперь знаем какие-то моменты, которые бы хотели бы улучшить. Поэтому здесь я думаю, что для всех был прекрасный опыт и для вас, для знакомства, и для нас. Поэтому, если у вас что-то не получается, пожалуйста, не расстраивайтесь. У нас действительно возникали там трудности. В процессе прохождения марафона Рекру почему-то решил нас перенести там что-то там с хостингом. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но даже на какой-то момент сайт не работал. Но если у вас сейчас до сих пор такая ситуация, пожалуйста, очистите кэш. Вот мне это помогло. То есть у меня все сразу открылось, заново просто зашла и все работает.
Учимся. Учимся такой информационной грамотности. Гуглим, как чистить кэш в браузере. Я сегодня гуглила, честно, я не знала. Хотя вроде как молодое поколение, но вот я сегодня погуглила, это все сделала. И даже мастерицам писала инструкции, чтобы тоже им помочь в этом. Вот. Спасибо большое, что прокомментировал. Я сейчас далее хочу продолжить нашу презентацию. Мгм. Так. Часто, да, говорят, что я могу связать мотивы, но что дальше? Главная загадка ирландского кружева. Как из этого, из вот этих красивых, прекрасных мотивов сделать это полноценное изделие, чтобы потом носить это изделие. И мы знаем, почему 90% рукодельниц не довязывают изделия в технике ирландского кружева до конца. Мы знаем. Это сборка, да. Дамы, я думаю, что все сейчас кивнули, все поняли, да, конечно, это сборка. Вы не знаете, как собрать все это в одну картину. Вас может пугать это, можно сказать, слепая зона, непонимание, как разложить эти мотивы, как их соединить, как сделать эту нерегулярную сеточку. То есть, ну, я думаю, что тут страхов очень много именно в сборке изделия. И мы увидели, что нет четкого алгоритма у таких людей, кто пытается, нет понимания, как это сделать, и, к сожалению, нет поддержки и наставника, который может вас направить на этом пути. Именно это Delay Studio с годами сформировала и дает здесь, в этом пространстве, которое мы создаем. Мы даем понятный, четкий алгоритм. Мы объясняем, как, доходчиво и медленно. И мы поддерживаем. Мы создаем комьюнити, мы создаем целую команду, такую семейную, семейную творческую, поддерживающую атмосферу. И сегодняшний гость эфира тому прямое доказательство того, как творческий союз творческих женщин может создавать и делать что-то невероятное. Мы знаем, да, как этот путь проходить, как из обычного мотива рождается целое изделие. И более того, мы не просто знаем, мы передаем вам эти знания, этот алгоритм, и вы дальше идете с ним сами и начинаете создавать и творить. Мы создали этот алгоритм, и мастер Олеся Трапезникова тому прямое доказательство. Олеся — это мастер, которая написала одна из первых, когда мы решили вот в ковидные времена, когда мы подумали, так, может быть, нам выйти в онлайн и попробовать, ну, провести какой-то мастер-класс онлайн и так найти себе команду, да, расширить. У нас такая задача была — расширить свою команду. Мы в Нельзяграме выпустили пост о том, что собираем вот такой мастер-класс. Мы не знаем еще, сколько частей он будет, какие уроки там будут. Ну вот примерно цена такая, кто хочет. Вот примерно так выглядел наш пост об этом мастер-классе «Жакет». И Олеся одна из первых написала, что она согласна, сразу же оплатила. У нас с Раисой, можно сказать, был немножко шок, потому что у нас еще материала не было готово, мы только спросили, а уже Олеся все, вот уже оплатила, поверила нам, и я думаю, что это вот ее вера в нас, да, она нас, конечно, так воодушевила, и мы начали создавать. И Олеся связала этот жакет в черном цвете. Это что-то невероятное. Этот жакет участвовал в нашей самой первой фотосессии. Мы попросили ее прислать нам в город этот жакет, чтобы мы его сфотографировали с другими тоже жакетами. И далее Олеся также связала с нами болеро и жакет, то есть еще и болеро в красном цвете. И также Олеся помогала нам во время прямых эфиров, то есть подключалась. У нас были такие прямые эфиры, также в Zoom проводили закрытые эфиры, где мы просто обсуждали с мастерицами, делились своим опытом, делились тем, какие нам, там, может быть, ниточки использовать и так далее. У нас были теплые встречи с Олесей. Так получалось, что мы ездили друг к другу в гости, проезжали, можно сказать, мимо, и обязательно вот решили просто с ней познакомиться вживую, потому что долго онлайн общались. Так сначала вот Раиса с ней познакомилась, потом я, когда приезжала в Новосибирск. Олеся, кстати, из Новосибирска, мы из Омска. Это достаточно близкие города друг к другу.
И у нас были теплые встречи, мы поняли, что мы на одной волне творческой. И далее у нас была коллекция Возрождения. Если вы к нам только сейчас присоединились, небольшая история. Коллекция Возрождения была м, таким, знаете, посылом творчества, необходимым, чтобы прожить достаточно трудный период. Я думаю, что все вы помните 22 год, как это все началось, и Раиса, она, можно сказать, в такой творческий ушла поток и начала просто создавать мотивы за мотивами. Мы проживали какой-то тоже свой творческий проект, кризис. У нас перестраивалась команда, мы думали, как это все сохранить вместе, да, с кризисом. И за весь год она придумала много мотивов, но мы не придумали с ними изделия. И в начале 23-го года мы вышли в прямой эфир и честно сказали, что вот у нас есть такие мотивы, мы можем на них снять уроки, мы можем рассказать, как эти мотивы вязать, но еще изделий мы из них не придумали. Кому это интересно, может быть, можете подключиться к этому проекту. И мы достаточно большую группу набрали мастеров, энтузиастов, которые в нас поверили, и каждую неделю мы выпускали по одному видеоуроку вот этой коллекции возрождения мотивов. И в дальнейшем стали придумывать из них, конечно, изделия. Это вот сейчас мы вяжем изделие кардиган, почти связанные изделия блузка, также у нас будут брюки, жилетка зеленого оттенка. И, может быть, платье еще сделаем потом как-нибудь обязательно. И Олеся тем временем изучала эти мотивы и тоже начала вязать свое изделие. То есть то изделие, которое вы сейчас видите на мне, полностью придумала Олеся. То есть она взяла эти мотивы, композиционно их раскладывала, где-то, может быть, советовалась с нами, со мной. Я помню, что я как раз прилетала в Новосибирск, была проездом, заехала в гости и восхитилась этой работой. И я даже не думала, что в дальнейшем Олеся свяжет эту жилетку и подарит ее нам в коллекцию нашей студии. Это случилось этим летом. Она приехала на фотосессию. Мы провели фотосессию, засняли ее болеро красное и ту самую черную жилетку. Она подарила это изделие нам, как сказать так, в копилочку, чтобы мы могли его выставлять, использовать для проекта, для продвижения. И это действительно, знаете, такой подарок до слез, потому что я понимаю, что Олеся вязала эту жилетку примерно около года, может, чуть больше. Да, может быть, это было с перерывами, а не так, что вот только целый год нон-стоп сидит, вяжет. Нет, ну, понятное дело, что это тогда, когда находилась на это время, но для меня лично это тогда было очень таким звоночком пересмотреть вообще нашу коллекцию. На тот момент я обучалась в школе моды, мы заканчивали эту школу, то есть уже была скоро защита, и был план готов по коллекции, которую мы представляем в защите. Но Олеся, она перевернула все, и где-то примерно за неделю до защиты я полностью меняю концепцию коллекции и понимаю, что нужно вписывать данную жилетку в эту коллекцию, обязательно о ней рассказывать, потому что меня это изделие прям покорило. И это изделие будет участвовать в выставке в Лондоне 11 по 13 июня. Эту выставку проводят наши творческие партнеры, с которыми мы как раз познакомились в школе моды Fashion Factory прошлым летом. И для меня это прям особое событие. К сожалению, нас лично с Раисой не будет там, но там будут другие наши мастерицы, которые тоже проходили и наши мастер-классы в течение последних 6 лет. Мы знакомы с ними онлайн, и надеюсь, что когда-нибудь, конечно, и вживую встретимся. Вот мы объединили мастеров, и выставка будет уже в июне, поэтому если вы где-то будете рядом находиться, захотите посетить эту выставку, напишите нам, я скину вам точный адрес, время, когда можно будет ее посетить. Эта жилетка улетит в Лондон, будет там презентована, и для нас это прям, знаете, такой очень важный шаг
выхода, во-первых, зоны своего комфорта, а во-вторых, выхода на мировой рынок, да, то есть мы говорим всегда о том, что у творчества нет границ. И вот эта жилетка, эта коллекция, которую мы будем представлять в Лондоне на выставке, это тому доказательство. У творчества не должно быть границ. Творчество, оно вот говорит на одном языке, все мастерицы мира говорят на одном языке, и нам бы очень хотелось вступить в этот диалог. Вот. И сегодня у нас на эфире присутствует наставник, так сказать, будущего мастер-класса «Жилетка» Олеся Трапезникова. Она уже активно, я видела, отвечала вам в комментариях на домашнее задание. И сейчас мне бы очень хотелось, чтобы вы с ней познакомились поближе. И Олеся рассказала о себе и рассказала о том, как она связала это изделие, как ей пришло в голову связать это изделие. И просто вот, может быть, кому-то слова напутствия, потому что вот для меня Олеся живой пример того, что женщина может создавать, творить, еще заниматься бытом, вести хозяйство, быть домохозяйкой, быть прекрасной мамой. И не забывать о себе, да, то есть не забывать о своей мечте и воплощать это просто шаг за шагом, не останавливаясь. Вот, Олеся, если вы сейчас в прямом эфире, я бы хотела вам передать слово. Так, Здравствуйте, здравствуйте. Так, сейчас я попробую вас найти. я приветствую вас. Так. Видно, не? Да, видно. Здравствуйте, Олеся. У вас уже поздно сейчас. Я знаю, что у нас 9, а у вас, наверное, 10 уже. Так. Я сейчас... Здравствуйте, Анжелика, мне и все присутствующие слушатели эфира. Мне очень приятно видеть мастеров, мне очень приятно видеть знакомые лица. Я благодарю вас за представление меня, мне очень тоже это приятно. Ну, что я хочу сказать по поводу вот марафона Мгм. и вязания элементов. Да, мне, конечно, еще нужно немножко поработать с платформы, я даже не знаю, на самом деле, что проще, ожерелье связать или разобраться вот в ней. Для меня было сложнее, мне дочь помогла там кое-что понажимать. Еще мне нужно немножечко времени, чтобы разобраться и чтобы всем отвечать. Я могу ответить не до конца, а сообщение уже отправилось. Вот у меня в этом... Я потом дописывала, основная проблема. И еще там, ну, в общем, я с этим разберусь в ближайшее время. И я хочу всех поприветствовать участниц марафона. Хочу сказать, что вы, конечно же, талантливые мастера, люди, которые любят рукоделие. Ирландское кружево– один из самых сложных видов рукоделия. И у вас получился элементы, они уже как бы уровня повыше. Это не просто ирландское кружево такое классическое, а это уже интерпретация авторская. И поэтому элементы, конечно, непростые, их не свяжешь. Есть элементы, например, какие-то цветочки, которые можно связать, посмотрев на схему или посмотрев на готовый элемент цветочек. А вот те элементы, которые вот вы вязали на марафонах, их просто, посмотрев на них, ну, не получится повторить. Тут нужно понимать, как вяжется. Вот. И я считаю, что все, кто познакомился с данным элементом, что это, в общем-то, ну, такое везение, да, в каком-то смысле, что все-таки удалось это связать. И, например, времени еще прошло очень-очень мало. Некоторые мастера, которые успешно связали уникальные изделия, я, наверное, сейчас, Анжелика, вы знаете, о каком мастере я говорю, вот, Алена, чтобы у нее получилось ожерелье связать красивое, которое вот соответствует и размеру, и одинаково, ей понадобилось больше 100 попыток. Ну, то есть представьте 100 попыток связать вот аж 100 ожерелий вот этих маленьких наших. Конечно, у нее Можно я мастерство, тогда уточню? Это Алена Лупу. да, да, А я знаю, что у нее эту жилетку купили. Алена, да, да, я тоже, да. И вот она, когда, то есть она тоже участвовала в мастер-классе Полиро, это мастер такой уже, да, то есть с золотыми руками, А у умеющий нее вязать, умеющий, владеющий различными техниками. Румынское кружево у нее, она очень владеет техникой хорошо. И вот это вот. То есть, если у вас не получилось ожерелье с первого раза, пожалуйста,
Не надо это на свой счет как-то принимать. Есть мастера, достаточно достигшие больших успехов ирландского кружева, которые делали 100 попыток, чтобы связать это, этот элемент. Вот. И что хочу сказать еще по поводу знакомства моего с Делейс. Это было уже очень давно. Я сейчас Анжелика показывала фотографии, видео. Мне кажется, там даже мы были такие молодые, хотя так не сильно много лет прошло, но все равно. Да. И я помню свое желание, как я хотела научиться вот вязать. Да, я была в моем опыте были плечевые изделия, в том числе это было бюркское кружево, брюкское, вот, обычные изделия спицами, но когда я увидела фотографии Раисы Петровны, ее платьев, ее, я себе жакет просто вот этот поставила на заставку телефона, и к тому моменту в жизни уже было недоверие к жизни, конечно, я тоже сомневалась, думаю, да ладно, куплю, оплатила мастер-класс, и мне Анжелика сразу же в этот день на почту выслала материалы по жакету, там были инструкции PDF, Да. элементов и эскиз сборки. И я поняла, что, в общем-то, эти мои деньги уже окупились. И я расслабилась, а потом началось самое интересное, начались вот эта подача видеоуроков, которые я ждала каждую, 2 раза в неделю выходил урок, в субботу и во вторник, я как сейчас помню. И мы все так, у нас была такая маленькая группка, вот этот первый самый поток. И некоторые мастера с первого потока до сих пор здесь с Delays, что очень приятно. И мы просто влюблялись с каждым разом все больше и больше. Выходил один элемент, потом выходил другой элемент. И я все время думала, как можно придумать еще что-то гениальнее, еще что-то интереснее. И вы представляете, можно. Причем мы тогда Вот все по коллекция домам Возрождения, сидели. это вот, Да. да, и времени для вязания было много у нас. Да. И вот эта коллекция Возрождения, это эксклюзивные элементы. Они, может быть, покажутся сложными на первый взгляд, но они сложные, потому что объем большой изложения каждого элемента. То есть такой достаточно долгий процесс вязания элементов, но он доступен, он понятен. Да, это те элементы, которые не свяжешь с одного присеста, например, как какой-то там колечко, цветочек, я не знаю, какие там простые элементы, листик плоский. Чтобы связать этот элемент, нужно, ну, пару раз, вот М. как-то времени нужно побольше, да, но изложение материала очень-очень доступное, то есть элемент связать можно собрать изделие, элементы получились очень красивые у меня были остатки черной пряжи, то есть какой-то запас пеликана был, и вот я подумала, что хочется такое маленькое, лаконичное изделие связать, чтобы его носить, чтобы оно подходило под любой элемент одежды, чтобы можно было хоть куда в нем пойти и скрыть его под жакетом, и выставить так на показ. В общем-то, и удобно, и комфортно, и маленькое, и компактное. И, в общем-то, я понимала, что я осилю по времени это изделие. Мгм. Вот. Ну, конечно же, как у большинства мастериц, у меня были сложности только с выкладкой. Я регулярно советовалась с Раисой Петровной, но там был такой момент, что один элемент, элементы, группы элементов общие есть, да, там, что, например, если кончается у тебя элемент эм, клоунзом, то следующий элемент ты подбираешь, который начинается с клоунзом, и он как бы один за собой элемент увлекали друг друга, и поэтому вот эта раскладка, она, как я думаю, удалась, получилась, то есть композицию в элементах уже заложена композиция, я бы так сказала. То есть они между собой очень сочетаются. Можно выбрать элементы одной группы и сложить. Потом, например, здесь вот на мастер-классах нас обучают, и мы обучаем, и нас обучает и Раиса Петровна классификация элементов. То есть если вы боитесь сборки, элементы классифицируются, например, какие элементы основные, какие как дополнительные, какие формируют край, какие в какой области лучше поставить. То есть это все как бы знает Раиса Петровна, и этому нас научила. Поэтому композиции сполна вы поймете, если примете участие в мастер-классе, в любом мастер-классе DLS. Здесь композиции и выкладки элементов уделяется очень много внимания. Мгм. Вот. Еще в этом изделии мне понравился новый опыт вязания сеточек.
Насколько было для меня открытием, сеточка, например, тунисская. Она очень универсальная, она очень легко вяжется в исполнении, она очень эффектно смотрится, особенно с ажурными элементами. Ее осилит любой мастер. Вот тунисскую сеточку вязать дольше, но проще, чем нерегулярную обычную. Еще, конечно, нерегулярная чешуйчатая, тоже очень интересная, очень красивая и очень такая она как сама, как отдельный элемент может выступить Да. в композиции. Вот. Олеся, а подскажите, сколько у вас примерно ушло моточков на эту жилетку? Сейчас скажу, где-то это около 300 грамм, это где-то 6 моточков по 50 грамм. И, Мгм. наверное, моточек маленького канариса для сборки Один моточек, ушел. да, по сборке. Может, чуть больше. А Да, вы... 1-1,5 максимум. Ага. А какой крючок использовали? Вы знаете, я вяжу почти все крючком единицы, все элементы. Это вот Мгм. самый мой размер крючка. Мгм. Один, один. И- и- Какие-то А проблемы. сеточку собираю 0,5, не катается. Проблемы? Да, И проблемы на единичка. связи. Где-то зависаете, не всегда слышно почему-то. Крючок номер один. Жилетка Мгм. связана крючком номер один. И нитка достаточно толстая, пеликан. Да. Вот. Что я хочу сказать? Я даже, знаете, вот не представляю и не очень хочу представлять, как бы моя жизнь сложилась без ДЛС. Мне кажется, это уже такая вот это вязание. Да, я вяжу долго, потому что у меня времени маловато. Мгм. Вот, но как бы процесс сам такой быстренький, но вот и растягивается на долгое время. И вот мне очень нравится процесс. Может быть, поэтому я иногда его затягиваю так. Но моя цель – это связать изделие. Я вяжу, начинаю вязать элемент только с тем условием, что он будет вписан в изделие. Просто научиться элементы для меня, ну, не очень интересно. И поэтому меня привлекло в DLS то, что там сразу был демонстрирован готовое изделие. Например, вот жакет. Вот Да. я пришла не учиться вязать сеточку, не учиться вязать элементы, я пришла научиться связать изделие. Вот это вот моя цель всегда. И связали, и не одно. И теперь оно в Лондоне будет представлено, представляете? Мне очень приятно, и вы не представляете, как я счастлива слышать эти слова. Мне очень приятно. Будем скоро формировать посылочку. И вам огромное спасибо. Сегодня Раиса мне скидывала фотографии блузки, позвонила, восхищалась, говорила, что невероятно нежная, тонкая работа, что она в восторге. Спасибо вам огромное. Продолжим наш прямой эфир. Дальше покажу вам презентацию свою. Мгм. Сейчас, подождите, пожалуйста. Так, видно, да, экран? Так. Сегодня обсудим программу мастер-класса «Жилетка». Мастер-класс состоит из 5 частей. Конечно, традиционно мы стали включать в каждый наш мастер-класс большой теорию цвета и теорию композиции. Это как раз для того, чтобы ну, вот какие-то просто базовые навыки у вас сложились в понимании того, как сочетать цвета, какой цвет выбрать для создания изделия и, конечно же, про композицию. Это теории, которые были описаны Иоханнесом Итаном в его книгах. Обожаю его книги. Мне кажется, он такой первый дизайнер вообще, в принципе, в истории человечества. И мне очень хотелось лично для вас поделиться для себя, как знаете, своими наработками, своими наблюдениями по цвету и по композиции, потому что те изделия, которые мы придумываем, создаем в нашей студии, они именно вот из этих знаний взяты, можно сказать, из этой теории. Поэтому хочется делиться с вами, чтобы вы тоже понимали, как создавать изделия в дальнейшем. Это была вводная часть, да, в вводной части будет теория по цвету и композицию, а в первой части мы будем изучать мотивы. Мы продолжим изучать ожерелье и изучим мотив ожерелья 11 звеньев.
мотив резной лист правый и резной лист левый. Также в первой части будет изучен мотив ионика и мотив валюта левый гребешок. В каждую часть входит по 5 уроков. То есть в среднем, я думаю, за месяц можно будет освоить постепенно, по чуть-чуть, каждую там недельку садитесь, осваивайте один мотив, навязывайте его в течение недельки, и как только вы довяжете нужное вам количество, приступайте к следующему мотиву. Во второй части продолжаем изучать валюту, только уже правый гребешок, и я думаю, что вы могли здесь заметить, да, что у нас идут уже симметричные мотивы. В принципе, наше кружево, оно и выделяется тем, может быть, на просторах интернета, тем, что мы создаем симметрию, идеальную симметрию. И симметрия, она не в том, чтобы там расположить мотивы так, чтобы выглядело как симметрично. Мы прям придумываем, вернее, Раиса Петровна придумывает и рассказывает, объясняет, как связать симметричный мотив. Далее будет коринф правый изучен в этом изделии, коринф левый не будет. Вот тут, учтите, тут идет он только один, поэтому мы взяли правый. Если вы потом захотите себе симметричный левый изучить, можно будет отдельно его в каталоге докупить. Также валюта левый гребешок двойной и валюта правый гребешок тоже двойной. Валюта левая волна, и мы начинаем изучать третью часть, продолжая погружаться в волны. Валюта правая волна, коринф волна правая и коринф волна левая будет схемы. То есть я думаю, что вы алгоритм по видео уже поймете, пока будете вязать правый мотив. Левый он вяжется вот так же, только по схеме, потому что есть некоторые нюансы по-другому. Мы пока решили не перегружать этот мастер-класс еще одним дополнительным уроком, потому что этого будет уже достаточно. Также мотив аккант правый, вот он в самом центре, он идет один здесь в этом изделии, поэтому одного вам хватит. Если вы потом захотите, вы можете купить симметричный в каталоге, то есть аккант левый. Чем они, кстати, отличаются? Вот здесь у нас идет вот завиток в правую сторону, а там будет завиток вот так в левую сторону. Но вяжется, конечно, по-другому. Зеркально, так сказать. И валюта левая двойная волна и валюта правая двойная волна. В четвертой части мы изучаем рапаны. Это такие мотивы, мы их называем дополнительными, потому что они разряжают пространство, они достаточно воздушные, и я думаю, вот вы сейчас видите, они делают очень хорошее направление в изделие. Рапан правый, рапан левый, звездный рапан правый и звездный рапан левый. И мотивы пассифлора. Пассифлоры здесь у нас два вида. Пассифлора малая и пассифлора цветущая, то есть большая. Мы в нашей, так сказать, творческой, можно сказать, семье придерживаемся того, что нам нужно было создать данный алгоритм, да, по которому строится изделие, чтобы он был понятен, легко усваиваем всеми мастерами, которые придут к нам обучаться. Поэтому действительно мы придумали такую некую классификацию мотивов. Я еще урок по композиции не записывала, но я обязательно в этом уроке расскажу вам эту классификацию, чтобы у вас был этот алгоритм, было понимание, почему цветочные мотивы мы делаем как центральными мотивами, почему мы от них выстраиваем всю, можно сказать, композицию. И то, о чем говорила Олеся, у нас в рамках того мастер-класса, где мы презентовали каждую неделю новый мотив, мы сделали уроки по композиции. И, собственно говоря, благодаря этим урокам она и выложила такое изделие самостоятельно. То есть я думаю, что вот если вы присмотритесь, здесь очень гармонично выложена именно выкладка мотивов. И для меня это такая личная победа, можно сказать, потому что я понимаю, что самая большая проблема на рынке в технике ирландского кружева — мастера не умеют грамотно выкладывать изделия так, чтобы это композиционно выглядело грамотно, да, то есть чтобы это было читабельно, чтобы это было интересно, чтобы ваш взгляд, он скользил по мотивам, вам было интересно разглядывать данное изделие. То есть именно ошибка в композиции и в сборке. И мы не просто даем
там изучать вам мотивы, вот навяжете эти мотивы, а дальше сами там выкладывайте. Нет, мы прям рассказываем достаточно подробно, как именно выложить. А, Этот мастер-класс, он еще удобен тем, что его можно будет выложить и на планшете, и связать данные изделия на планшете. Не обязательно для этого покупать манекен у нас. Также в этом мастер-классе будет изучено несколько сеточек. И здесь важная такая ремарка. Этот мастер-класс, он для тех, кто умеет вязать, для тех, кто умеет вязать крючком. И нерегулярная сеточка здесь идет именно на планшете от Раис Петровны. Урок, который мы взяли из мастер-класса «Жакет». Также здесь дополнительное объяснение на планшете «Тунисская сеточка» и нерегулярная чешуйчатая сеточка. Будет, как я уже сказала, добавлен урок в мае по композиции. Мы, можно сказать, в таком экспресс-варианте решили выпустить новый мастер-класс, и урок будет доснят, техническое задание я обязательно напишу его точное количество мотивов, которые нужно будет использовать для размера 46, но я еще планирую в данном там уроке по композиции рассказать вам, какие где мотивы добавить, если у вас размер больше, да, или вы там хотите, может быть, 56 размер себе связать, как где увеличить, какие именно мотивы добавить, и там вы уже сами будете высчитывать по композиции, сколько вы хотите, да, там, какой вам нужен объем. Но в среднем вот эта жилетка где-то 44, 46, но, на мой взгляд, даже если там меньше размер, очень хорошо выглядит, когда жилетка более свободная. Поэтому если вы будете вязать, еще ориентируйтесь на то, какую ниточку вы будете использовать. Если вы будете вязать из, например, ниточки цветное кружево или Египта, вы должны понимать, что эта ниточка, она более тонкая, она более мягкая, и она не будет давать эффекта жесткой такой жилетки, да. То есть, если вы хотите именно эффект жесткой жилетки и, например, связать изделие вот именно 46 размера по той раскладке, которую мы вам дадим, то рекомендую вам как раз использовать пеликан. Либо можно использовать, например, ниточку Макси. Мы тоже ее рекламировали в свое время, когда вязали мастер-класс Болеро на нем. То есть, если вы только-только знакомитесь, то лучше возьмите ниточку побольше. Если вы так уже чувствуете, что вы опытный мастер, вы справитесь, то можете рассмотреть, конечно же, ниточку Египта, цветное кружево, или там, ну, то есть такие более тонкие мотивы, которые получаются из них. Но имейте в виду, что тогда раскладка, вам нужно будет дополнительно довязывать какие-то мотивы по композиции и раскладывать эти мотивы. В этом уроке я постараюсь вам рассказать, да, то есть где вот так вот вокруг покручу специально манекен и покажу вот именно области, куда можно будет добавить и какие именно мотивы и почему. То есть я как не просто скажу, вот тут такие мотивы делайте, а расскажу именно алгоритм, почему их нужно там сделать, что это даст в композиции. Потому что у нас есть вот эта структура мотивов, дополнительные, направляющие, заполняющие мотивы. И хочется этими знаниями с вами делиться, чтобы вы чувствовали, как можно сказать, себя творцом, да, у вас есть эта палитра, и вот вы этими красками начинаете рисовать. Но если вы палитру не изучили, вы не поняли эти краски, вам будет достаточно сложно потом в творческом потоке создавать целые композиции. А благодаря нашему алгоритму, нашим урокам по композициям, вы начнете это понимать. Собственно говоря, Олеся — это пример живой того человека, который не умел вязать в технике ирландского кружева, но хотел освоить его. И сначала она повторила достаточно простые, кстати, мастер-классы жакеты Болеро, а этот мастер-класс уже, можно сказать, такой прям для мастера. И она смогла освоить, понять композицию и связать вот такое шикарное изделие. В мастер-класс входит 24 мотива суммарно, 3 вида сеточки, вот здесь хорошо видно, и нерегулярная сеточка, там, где такие более плотные фрагменты — это у нас тунисская сеточка, и более разряженные — это нерегулярная чешуйчатая сеточка.
Также 23 PDF-файла на каждый мотив, фотоинструкция. Вы сможете распечатать эти PDF-файлы, сохранить их себе, да, чтобы они у вас были в легком доступе, и вязать, например, по фотоинструкции. К ним идет описание. Также в каждом PDF-файле есть схема мотива, но рекомендуем вам сначала, конечно, посмотреть лучше урок, а потом уже вязать по PDF и по схеме, потому что уроки достаточно сложные, то есть это не для новичков мастер-класс, и, пожалуйста, я вот хочу тут заострить ваше внимание, этот мастер-класс, он не для новичков. Для новичков у нас есть мастер-класс «Новичок». Но если вот вы пройдете, например, мастер-класс «Новичок», вы можете потом попробовать взяться за мастер-класс жилетка. То есть вам тут будет проще тогда. Но если у вас нету базового вообще понимания, что такое ирландское кружево, то, пожалуйста, начните с новичка, пожалуйста, чтобы вы потом только не ругались, что у вас что-то не получается. И не хочется, чтобы у вас были расстроенные чувства, да, хочется, чтобы вы, наоборот, эм, такими приятными ощущениями постепенно проходили этот мастер-класс, и, как сказала Раиса Петровна на прошлом эфире, вам нравится разгадывать загадки, да? Вот это загадка, каждый мотив — это загадка, как же его связать? И вы разгадываете в процессе, смотрите видео, вяжете, может быть, потом будете вязать, смотреть любимый фильм или сериал, и даже не заметите, как пролетит время, и у вас такое шикарное изделие к Новому году. Также мы дарим сертификат от нашей студии именной, что по окончанию изделия. То есть, если вы закончили изделие, пожалуйста, напишите нам, мы создадим для вас электронный сертификат, вы сможете его распечатать. На всех этапах с вами на связи наша команда, то есть наставник, это будет Олеся, и команда техническая, администратор. Если что-то, какие-то трудности, то обязательно пишите. Мастер Олеся — это ваш, можно сказать, такой компас. Она видит ваш прогресс, она поможет вам исправить ошибки. Мне кажется, очень даже логично, что именно она будет курировать данный мастер-класс, потому что, собственно говоря, она создала это изделие, она его знает, да, она создатель. С нами, с нашей командой успех — это не какое-то везение, вот вам повезло, а успех — это гарантированный результат. Поэтому такое понимание, да, что вы не одна, мы вас поддержим, и обязательно вы достигнете своего результата с нами. Вы с нами точно не остановитесь, особенно после того, как свяжете одно изделие. Поверьте, это так затягивает в понимании вот этого алгоритма вязания изделия. Он вам просто, этот алгоритм поможет дальше начать творить. И я вижу, как мастера, даже кто-то уже по 8, по 9 изделий связал с нами. Это, конечно, безумно радует, что мы дали понимание, как. Какие есть тарифы у этого мастер-класса? Это такая инвестиция в ваше мастерство. Будет возможность оплатить в двух вариантах, два варианта оплаты данного мастер-класса. По частям, я уже ранее говорила, что здесь входит 5 частей, и за одну часть получается 6590 рублей. В него входит 5 уроков. Полностью, если вы приобретаете мастер-класс сразу же, то на сайте есть цена полностью, да, это у нас 29 650 рублей. То есть если вы будете приобретать по частям, то суммарно выйдет на 32 950 рублей. А если сразу же, то будет 10% скидка. Внимание! Для тех, кто проходил марафон, для вас специальные условия. Скидка и подарок. Вместо а, большой цены, да, 29 650, всего 27 500 рублей до 25 апреля. Мы даем вам такую возможность, ссылочку, именно чтобы вы получили этот мастер-класс по такой цене, мы отправим вам по почте, да, то есть чтобы вы оплатили, и у вас открылся подарок еще дополнительно, и подарок — это мастер-класс «Новичок». Мы, кстати, впервые в жизни дарим еще вот такой мастер-класс «Новичок». Во-первых, потому что он был относительно недавно создан нами, в конце декабря. Создавался он на протяжении полугода, и этот мастер-класс вот
просто идеален. Раньше у нас был тоже новичок, но он был больше просто про вязание крючком. А здесь он именно делает акцент на вязании ирландского кружева, на постановку рук, на то, как захватывать нить. Здесь в этот мастер-класс входят 17 видео, суммарно на 11 часов. Также постановка рук отрабатывается в каждом мотиве и PDF-файлы. Даже глоссарий, то есть объяснение, как какая петелька выглядит в схеме, чтобы вы могли в дальнейшем читать любые схемы. Также эскиз воротничка, и вы изучаете в процессе этого мастер-класса целых 7 мотивов. Ну, один вы уже изучили, это мотив колечко. Также мы даем PDF-файл с алгоритмом сеточки. Я думаю, что вы такое даже, возможно, не встречали еще. Вот мы создали свой такой алгоритм сеточки. Здесь вот вы видите ознакомительный фрагмент, но на самом деле он достаточно большой. Именно нерегулярной сеточке мы здесь посвящаем около 6 часов, 4 часа сборки. И стоит данный мастер-класс 2990 рублей. Вы только посмотрите, то есть это просто невероятно. 17 уроков. Здесь у нас этот мастер-класс сейчас можно купить на сайте за эту стоимость, а мы вам дарим его в подарок, если вы покупаете у нас мастер-класс «Жилетка», потому что мне бы очень хотелось, чтобы особенно новички, если вы решитесь пойти на мастер-класс, захотите сделать изделие, то у вас точно как был весь полный материал для изучения данной сеточки, которая вас может пугать. Это нерегулярная сеточка. Только для участников марафона подарок до 25 апреля. Стоимость мастер-класса полная 27 500. Напоминаю, что в этот урок входит целых 33 видео. Будут прямые эфиры раз в месяц устраиваться внутри платформы, поэтому вы можете задавать вживую, да, свои вопросы, может показывать, какой мотив, что не получается, а также, в принципе, общий чат, общение на платформе, выставление домашнего задания, куратор, который вам помогает, все видеоуроки, PDF-файлы, все оформлено. И также мы дарим 10% скидку по промокоду на все наши мастер-классы до 25 апреля по промокоду «Марафон» с маленькой буквы. А, Если вы не знаете, что такое промокод, пожалуйста, когда вы заходите на наш сайт, нажимаете оплату, да, выбранного вами тарифа, то там прям будет такая строчка «Ввести промокод». И вы пишете «Марафон» с маленькой буквы, маленькими буквами «Марафон», и у вас работает скидка 10%. Работает этот марафон, этот промокод до 25 апреля включительно. Поэтому вот вы можете приобрести даже мастер-класс, например, по частям, и первую часть приобрести тоже со скидкой 10%, если вы хотите пойти и оплачивать мастер-класс по частям. Так получается, что одна часть стоила 6590 рублей, а вместе с скидкой 10% будет стоить 5931 рубль. Но тут очень важно до 25 апреля. Я еще посидела так с чатом GPT сегодня и решила погенерить идеи того, какими именно цветами можно связать жилетку, потому что я сразу же оговорюсь, пожалуйста, если вы новичок, не берите черный цвет, пожалуйста, это достаточно сложный цвет. Олеся вот не рассказала, но на самом деле я знаю, как она вязала, это прям большой труд. Она садилась на балкон, с хорошим освещением только в дневное время. На себя надевала белую футболку, чтобы солнце светило и отражалось, ну, то есть чтобы не поглощала, да, одежда этот цвет, а наоборот отражала. И только в очень-очень хорошем освещении она вязала этими черными ниточками, потому что вечером вязать черными ниточками просто невозможно. Пожалуйста, берегите свое зрение, делайте зарядку для глаз. Лучше, если вы новичок, остановитесь на более светлых тонах, да, то есть, может, бежевый, белый, любой, пожалуйста, только не темный, потому что это будет очень сложно в усвоении. Также нагенерила тут такие как образы, куда можно будет носить данное изделие, как можно интегрировать его в свой гардероб, и вечерний, может, и повседневный вариант, и, может, даже рабочий такой. И я отношусь к, в принципе, нейросетям достаточно положительно, потому что я понимаю, что
чем более сильный прогресс вот именно этих машин, так сказать, тем больше будет цениться ручная работа, да, ручное кружево в том числе. Если вы знаете по истории, когда появилось машинное кружево, на какой-то период пропал интерес к ручному кружеву, потому что все таки поняли, ага, может быть, оно быстрее, дешевле, и перестали, действительно, там был отрезок, может, в несколько десятков лет, там 30-40, когда ручное кружево ну, потеряла интерес, да, вот к нему потеряли интерес люди, но потом кружево стало стоить в 10 раз больше, потому что оно отличалось, оно было живым, это было действительно уже признанным таким искусством прикладным, и сейчас изделия, связанные вручную, это кутюрные изделия. Они делаются по посадке, они делаются с ручной работой, это же есть, собственно говоря, тот самый кутюр. Причем стопроцентный, да, потому что все, каждый мотивчик, он вяжется вручную. И это такая прям роскошь в вашем гардеробе. Здесь чат GPT мне даже выдал вариант того, что жилетка, она разрезана. В принципе, если подумать, можно композицию поменять и действительно сделать ее как такого накидного варианта. Мы не просим вас точь-в-точь повторять наш эскиз. Вы всегда можете проявить, так сказать, свою индивидуальность творческую. Я знаю, что у нас, например, балерок, когда кто-то вязал, связали, например, не просто балеро, да, а связали целую кофту. То есть сделали цельные длинные рукава, сделали более длинную раскладку, и это была прям такая кружевная кофта большая. Поэтому здесь мы вас не останавливаем, наоборот, очень даже поддерживаем, если вы найдете свои варианты раскладки композиции и, может, сделаете формат накидной жилетки. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете нам написать на нашу почту info@deloist.studio. И сейчас у нас остается рубрика «Вопросы-ответы с мастером». На сегодняшний день моя презентация завершается. Я передаю слово Раисе Петровне. Парочку слов, и думаю, что ты можешь еще рассказать про ту красоту, которая у тебя находится за спиной. Ну, конечно, конечно. Очень хотела бы, конечно, про эту красоту рассказать. Вот эту красоту я сегодня получила по почте. Вот такая вот. Смотрите, От какая Олеся. Олеси. Очень Да, важно. да, это от Олеси. Вы знаете, я просто в таком восторге от этой работы. Я просто Олесю вижу, как она, как мастер, она растет. И по фотографии, когда она еще вязала вот эту блузку, я думала, там совсем другое будет кружево. Но когда я получила, я поняла, что это такая тонкая работа, это просто великолепно. Кстати, она всегда вязала из пеликана, и ей эта ниточка была ближе. И вот эта ниточка тонкая, это вот цветное кружево, для нее это новая ниточка. И вот эта новая ниточка, вот благодаря ее вот этому опыту и такому желанию вообще творить, сделала, конечно же, чудо. Я вот, когда рассмотрела близко вот это вот все, вот это вот изделие, которое вот здесь, на этом манекене, я думаю, что мы обязательно сделаем видео именно вот этой блузки. И я думаю, что вам оно понравится. Вообще великолепно. Просто работа вообще шикарная. Я должна Шикарно. прокомментировать, в данный момент это изделие закреплено лицевой стороной вниз, да, то есть мы видим изнанку, мы не видим еще лицо, потому что мы изделие сейчас взяли на доработку. Это изделие тоже будет, кстати, на выставке в Лондоне, и мотивы к этой блузке связала наша команда мастериц, которая с нами вот уже на протяжении 6 лет проходила наши мастер-классы, и когда у нас появилась идея создать целую коллекцию в прошлом году, летом,
эти мастера отозвались, так сказать, вписались в нашу творческую семью, и вместе с ними мы на протяжении года вязали разные мотивы, и сейчас мы все это соединяем воедино. Собственно говоря, кардиган тоже туда входит, поэтому на нашей платформе мы транслируем вот эксклюзив, который будет только в Лондоне потом и, может быть, еще на неделе моды. Знаете, мне очень понравилось работать в команде. Такие элементы вяжут наши мастера именно в изделиях. И это настолько ускоряет процесс работы над изделиями. И вообще совместный труд, я думаю, что он очень красивый. Потому что это, знаете, как разные голоса в хоре. Очень красиво получается. Результат вот восхитительный. Поэтому ждем видео, вот эти наши все видео, такие маленькие рилсы. Я думаю, что вы увидите эту красоту и тоже будете восхищены. Спасибо, Олеся. Мне очень понравилось ваше изделие. Я уже вам писала, что я восхищаюсь вашим вообще это вот мастерством. Так что уже пора передавать свой опыт. А выкладку в этом изделии делала Анжелика. Ну, так немного, может, немного помогла, да, действительно. Вот видите, мы все делаем вот именно в таком творческом порыве, и это все это совместные такие все моменты, которые мы делаем, и элементы, которые вязали наши же мастера, которые здесь у нас в творческой мастерской. У нас есть экспериментальная творческая лаборатория, и вот такие вот у нас выходят вещи, такая красота из-под нашего крючка совместно. Поэтому Да, если у вас есть вопросы, вы можете здесь писать в чате, а также здесь есть функция поднять руку, чтобы включить микрофон. Спасибо, Ирина, за реакцию, это приятно. Есть вопросы, которые писали мастера, но они не знаю, может, по каким-то причинам не могут здесь написать, написали в администрацию. Вот сейчас буду зачитывать эти вопросы и отвечать. Может быть, какие-то вопросы у вас тоже совпадут с ними. Девочки, милые, здравствуйте, очень люблю вас. Прошла марафон, не могу оторваться и хочу дальше с вами. Хочу связать жилетку и все ваши другие изделия. Объясните мне, что такое промокод, как получить по нему скидку. Первый раз сталкиваюсь с таким. А, Не расстраивайтесь, все нормально. Мы сейчас объясним и даже, может, покажу вам экран своего компьютера. Вот вы заходите на сайт, мы разработали такой специальный сайт по жилетке. Здесь вы также можете ознакомиться с программой данного мастер-класса, посмотреть, вот тут есть такое от эскиза до результата вы с нами доходите. Здесь подробно, вот каждая часть расписана опять, какой же мотив в какой части будет изучен, какие тут сеточки, например, идут. Можете посмотреть фотографии. Кстати, эти фотографии вот нам сама Олеся присылала, то есть это процесс ее создания. Здесь также у нас есть каталог мотивов, который я сегодня вам показывала в прямом эфире. Вы можете это все на сайте изучить. Сайт delays.studio, на нем есть все наши мастер-классы. И вот презентация жилетки. Здесь вы выбираете для себя, например, оплату по частям и хотите получить промокод. Да? Вот здесь у нас есть купон, вы вводите промокод марафон, причем с маленькой буквы. Его применяете, и у вас будет снижение цены. Вот видите? Цена упала на 10%. Кстати, вы сможете здесь отобразить абсолютно, вот этот промокод работает на все наши мастер-классы до 25 апреля. Заходите на наш сайт Delay Studio, нажимаете «Академия», раздел, да, и здесь у нас все мастер-классы презентованы. В данный момент мы еще работаем, так сказать, над переносом всех материалов. Вот если вот так вот сайт, картинка реагирует, значит, этот мастер-класс доступен к покупке. Вот есть такие мастер-классы пока ЧБ. Мы еще будем дорабатывать посадочные страницы презентационные, да, чтобы вы могли, вот, например, шапку тоже уже можно купить. Также заходите просто на любой мастер-класс, нажимаете вот здесь «Купить» и вводите промокод. Если вы прям новичок-новичок, конечно, рекомендую вам
как минимум пойти приобрести мастер-класс «Жилетка» полностью, да, и тогда вы получите МК-новичок в подарок, либо рассмотреть для себя болеро жакет. На эти мастер-классы тоже действует этот промокод. Кстати, мастер-класс жакет — это вообще, в принципе, квинтэссенция ирландского кружева. Здесь оно более, можно сказать, классическое. Это наш самый первый мастер-класс, и он самый подробный из всех мастер-классов, которые вы только встречали. Здесь входят абсолютно все размеры. От 44 до 58 мы сделали раскладку, расписали точное количество. Мотивов тут больше, и они, ну, можно сказать, более такие классические, ирландские. Возможно, с какими-то вы встречались, но вы не знали, что есть его симметрия, да, а мы именно разработали мотивы в симметрии. И здесь есть разные планочки, разные возможности воротничка V-образный, на молнии, на пуговках, либо под горлышко. И здесь тоже этот промокод будет работать. Например, вы захотите приобрести мастер-класс полностью, я думаю, прямо сейчас 10% скидка — это очень весомая скидка, которая может снизить достаточно сильно цену. Вот. Короткая презентация по промокоду. Надеюсь, было понятно, что это такое теперь и как с этим работать. Так, если у вас есть вопросы, пишите в чат, а я дальше читаю. Раиса Петровна, Анжелика, все участницы и зрительницы, здравствуйте. Мне очень понравился марафон, все девочки такие отзывчивые, дружелюбные. Да, я видела, что они друг другу помогали, мне прям было очень приятно, потому что я не везде успевала отвечать. Так, с большим наслаждением проходила каждый мастер-класс и ждала следующий. Мне очень нравится жилетка, очень. Я бы хотела себе такую связать из пряжи, только потоньше. Потому что размер у меня не маленький. Ну вот как быть с выкладкой, да? И я понимаю, что на Анжелике, может быть, она худенькая девочка, и жилетка смотрится гармонично. А вот что делать нам, женщинам, с большими размерами? Я еще раз повторюсь, пожалуйста, не расстраивайтесь ни в коем случае. Можно все раскладки менять. Более того, этот мастер-класс уникален тем, что он является достаточно простым в освоении сборки, потому что вы его сможете сделать на раскладке вот планшет. Нет, собственно говоря, здесь на самом деле тоже что-то типа жилетки сейчас разложено. Я не знаю, будет видно, не будет у меня. Сейчас я не готовилась к этому, но вот хочется просто показать вам, как это выглядит, когда вы раскладываете. Вот, видите, на планшете вы просто рисуете тогда вот это полотно по своим размерам и делаете, прикалываете мотивы. Я даже, честно, использую линейку, чтобы выровнять их, чтобы они были идеально ровные, в симметрии друг с другом. И вы все это прикалываете и можете собрать такое изделие. Это изделие, оно не требует того, чтобы у вас была идеальная посадка. Да? Я думаю, что вы понимаете, что жилетка, она должна быть более такой твердой, по ощущениям, да, и она должна, наоборот, держать форму, и она должна быть свободным, чтобы вы, например, могли ту же жилетку носить с рубашкой. Поэтому здесь не обязательно иметь такую прям идеальную фигуру, идеальное облегание, как мы делаем это с манекенами, да, а здесь можно вот справиться с помощью планшета. Кстати, мы делаем планшеты, но вы также можете сами сделать планшет. Мы делимся внутри чатов с девочками, из чего сделать себе планшет. То есть это не секрет какой-то, мы прям рассказываем, какой лучший материал взять, потому что мы уже все перепробовали. За 10 лет у нас опыта достаточно много, и мы открыты к диалогу, к общению, чтобы вам тоже, так сказать, подсветить эту дорожку того, как проходить мастер-классы и того, как изучать данное искусство. Вот. Если есть вопросы, можете, там есть такая функция поднять ручку, включить микрофончик, задать, либо написать в чат. Так, вижу, что в чате. Так, Зухра написала нам. Добрый вечер, благодарна вашему марафону. Столько нового услышала, увидела. Олеся, вы огромный молодец и вдохновляете таких, как я, не мастериц, к тому, что получится.
Раиса Петровна, вы мастер с большой буквы. Несмотря на то, что мотив кажется простеньким, на самом деле очень тяжело вязать. Будем стараться, чтобы вы радовались за нас. Анжелика, вы позитив. Спасибо большое. Это очень приятно. У нас сейчас уже 11 час ночи, правда, но я не знаю, кофе вечером выпила, чтобы сейчас быть достаточно бодренькой. Мы сделаем рассылку. Также рассылка по почтам. Если вы записывались на наш марафон, мы сделаем рассылку, и там будет вот эта ссылочка уникальная, где будет оплата на 27 500, и там будет прикреплен, если вот именно по этой ссылке вы оплачиваете, то у вас сразу мастер-класс «Новичок» открывается. Мне кажется, это прям очень приятный бонус. Мало того, что скидка больше, там 15-20% примерно, так еще и мастер-класс, который почти 3000 стоит у нас, вы получаете в подарок. Наталья пишет: добрый вечер, как правильно делать ВТО для объемных элементов, например, ожерелья? Раиса. Ну, я хочу сказать по поводу ВТО. У нас даже Олеся сделала ролик, как делать правильно ВТО. Делается это на таком махровом полотенце. Мы ложим элементы вниз лицевой стороной и сверху отпаривателем, не прикасаясь к элементу, мы пропариваем элемент. И потом, если здесь Олеся есть, то я думаю, что она вам просто подскажет, и если здесь она есть. То есть вот такой ролик у нас был, и я думаю, что если кого-то это будет интересно, мы потом все равно еще где-нибудь опять этот ролик покажем. Именно как не просто визуально на руках, на пальцах показать, а именно уже э, это по видео показывается, как правильно это сделать. Делается для того, чтобы вы не нарушили именно лицевую сторону на махровом полотенце вниз и отпариваем, не прикасаясь к элементу. И потом его просто формируем, его объем, как правильно. Потому что если вы прогладите просто утюгом, то вы просто можете испортить его. Вот такой вот момент. Поэтому не забывайте. Ну, а что мне еще нравится именно в пеликане, в этой ниточке, эту ниточку можно стирать даже в машинке. Вот на ручной стирке можно стирать в машинке. Ниточка неубиваемая, она останется с хорошим качеством очень надолго. Но вот у нас до сих пор изделия, которые связаны из этой ниточки, они это хорошего качества после многих стирок. А, Да, полотенце сложите в несколько раз, ну, чтобы она была вот такой пушистенькая. Дайте вот возможность такого-то размерчика хорошего. И спокойно можете тогда уже потом, после того, как вы отпарите, сделать объем. Ну, я думаю, что Олеся, у нее очень большой опыт уже. Она связала много изделий. Вот как вы слышали, что она именно вяжет изделия, не просто элементы и складывает, а у нее вот такое вот хобби вязать изделия. Поэтому у нее огромнейший опыт, и она, я думаю, что даже и покажет, как это сделать именно где-нибудь не знаю, каким образом. Я думаю, что наша площадка ей поможет. я буду проводить как уроки информационной грамотности. Я буду, наверное, какие-нибудь прямые эфиры, потому как работать с нашей площадкой, потому что, конечно, я понимаю сейчас, что в момент блокировок всего нам очень важно оставаться с вами на связи. И поэтому было принято решение нашей командой начать создавать такую платформу. Да, возможно, где-то пока что что-то непонятно, но поверьте, все усваивается. Перед вами человек,
который 6 лет назад не умел вообще снимать видео, не понимал в озвучках. Сейчас она делает шикарные переходы в монтаже, накладывает титры, тексты, музыку, спецэффекты. То есть я вижу, что все возможно, то есть все возможно. Хотя тогда я помню, что это трясущиеся руки, было непонимание вообще, как снять, показать на камеру. Помнишь, да, вот первые мотивы, мы же вообще не понимали, как это делается, но мы все постепенно освоили, чтобы найти вас, да, чтобы мы вот это все упаковали, все наши знания. Поэтому Да, это любим. кстати, я вот сейчас думаю, это вот можно будет делать, если ты делаешь презентацию, ты показываешь, да, вот эту презентацию, то можно будет, например, вставлять видеоролики Да, презентации. да, я думаю, что мы, конечно, будем как... ну, действительно, вот сейчас нам надо заполнить, ребята, у нас платформе меньше месяца, вы понимаете, что это очень маленький срок. У нас информация, которую мы создавали, она создавалась 6 лет. 6 лет. Каждый год мы выпускали, в первый год там один мастер-класс, во второй два, в третий и так далее. У нас сейчас больше 10 мастер-классов, и каждый мастер-класс это не два-три урока, это 30, 40, 50 уроков. Понимаете, каждую страницу создай, каждую ссылочку везде подтяни, чтобы все работало. Поэтому мы сейчас в процессе формирования нас немножко подпихнули, так сказать, блокировкой Телеграма, чтобы мы ускорились максимально. И то мы сейчас кого-то, может, потеряли. Я реально буду лично всем звонить, чтобы вы нас не теряли, чтобы мы обязательно с вами восстановили связь. И у вас все мастер-классы приобретенные были в доступе на этой платформе. Мне очень нравится. Я на самом деле, когда есть свободная минутка, я захожу, и я от лица администратора каждому пишу в личное сообщение, что вы теперь можете со мной здесь общаться, да, как с администратором студии. Пишу, потому что вы уже получали мое сообщение, это я. И я захожу в профили мастериц. Есть мастерицы, которые, например, еще не заполнили профиль, а есть мастерицы, которые заполнили профиль, которые сделали обложку, сделали аватарку, сделали вот такое описание. Например, недавно я узнала, что одна из мастериц, которую достаточно давно я ее знаю, ну, я имею в виду в онлайне, да, что она прям потоп, как у нее целое поколение рукоделов, даже можно так сказать, то есть целое поколение, представляете, не одно. И это так интересно, то есть там прям такие огромные тексты пишут мастера о себе, откуда они, как давно они вяжут. И я понимаю, что мы действительно создали целый дом, творческий дом, в который будут приходить, притягиваться творческие люди, и здесь мы будем обмениваться. Со временем и какие-нибудь болталки придумаем, такие разряженные, не только там, может, про творчество, может быть, какую-нибудь рубрику вдохновения, где будем делиться идеями. И, конечно, наши новости, и будем рассказывать, как в этой площадке. Там будут очень много и бесплатных мастер-классов. То есть мы будем создадим каталог, и в каждый мотив можно будет либо приобрести по отдельности, либо там будет прям какой-то мастер-класс вот ознакомительный. Он входит в вводную часть, например, ознакомительного жакета, болеро, и вы сможете бесплатно пройти, познакомиться самостоятельно, то есть не в рамках марафона, да, там не будет обратной связи от куратора, но вы хотя бы будете понимать вообще, нужен вам этот путь, не нужен, понятно, непонятно, насколько мы вам понравились, как мы оформили, так сказать, личный кабинет, PDF-файлы, видеоуроки. Потому что я еще верю в то, что тут должен совпасть такой коннект учителя и ученика. Материал должен нравиться в изучении. То есть, а если этого контакта нет, то, пожалуйста, и не надо. Не надо у нас обучаться, если вы этого так не чувствуете. А если чувствуете, то наши двери открыты, мы наполняем наш дом, наше пространство. И я думаю, что только, представляете, еще меньше месяца прошло, там уже 300 человек. Я думаю, что дайте нам годик-два, и ух, там будет уже тысячи мастеров, и мы будем работать над тем, чтобы там было очень приятное для вас пространство, где вы сможете действительно творить. А вот знаешь, я хотела еще тебе, вот, то есть такой же вопрос. Дело в том, что для нас, конечно же, площадка для всех новая.
И у нас действующие наши кураторы — это Олеся и Альбина. Вот сейчас, на данный момент, потому что Альбина у нас ведет жакет и болеро, насколько я знаю. Поэтому я думаю, что здесь можно будет даже проводить с ними обучение, как можно работать на этой площадке и как преподавать именно вот здесь в Зуме, давать презентацию, видео, такие ролики для того, чтобы не всегда голословно можно что-то объяснить, а именно показать еще на видео, если будут какие-то такие вопросы. Ну вот даже, например, этот вопрос по ВТО. Может быть, вести именно конференцию, встречу, да, Олеси, и показать свой ролик, где она делала ВТО. Вот Мне кажется, тогда логичнее этот ролик просто выкачать из Ютуба, залить его там, где это более возможно смотреть, например, тот же Яндекс.Диск, и сделать такой пост. И можете сделать такой закреп, типа важное для творчества, там, моменты, нюансы, да. И там вот прям самые важные, как внутри, кто у нас входит в мастер-классы, да, чтобы у них тоже открывалась такая, не знаю, как методичка по изделиям, и вот там будут все рекомендации. У нас очень, на самом деле, много роликов. Например, вот как раз есть ролик по черной ниточке. Тоже Олеся вязала же из черной ниточки тогда жакеты. Мы вели прямой эфир, мы записали ее, как она рассказывает все вот про эту черную ниточку, как не ослепнуть, пока вы вяжете. Все вот эти секретики. Я только там парочку перечислила, а там на самом деле целый список. И мы сделали из этого целый ролик, как смонтировали его. Да, я думаю, что мы как станем такой некой библиотекой в технике ирландского кружева на просторах интернета, да, где можно будет пройти, познакомиться бесплатно с какими-то мотивами, можно будет приобрести, можно будет общаться, обмениваться с мастерицами, можно будет наблюдать, смотреть готовые изделия. Вы заходили в рубрику «Готовые изделия». Вы видите, что там практически каждый день какой-нибудь мастер выкладывает свое изделие, которое он связал с нами. Представляете? Каждый день практически. То есть площадка только начала работать, и мне безумно нравится, что мастера раскрепощенно, они делятся. В прошлый прямой эфир это вообще было что-то фееричное, и писали, и реакции кидали, и поддерживали. Я понимаю, что не страшны нам блокировки. Вот не страшны отключение интернета. Я уверена, кто захочет, потом посмотрит записи эфир, у нас есть голос, да, есть голос творчества, голос женский. И только в объединении, только в поддержке друг друга на этом пути мы сможем вырасти. Посмотрите на нас. Да? Мы будем презентовать наши изделия с помощью, опять же, женщины прекрасной, с которой я познакомилась в Fashion Factory School прошлым летом вживую. То есть она прилетала сюда, в Россию, и она поняла нашу философию. Она сказала: я хочу вас поддержать, я хочу вам помочь, я умею организовывать эти выставки, давайте сделаем эту выставку. И это про поддержку, это про комьюнити, это про сообщество, которое мы сформировали с вами за последние 6 лет упорным трудом, работой. Это не успех, успешный успех, и мы не зарабатываем миллиарды миллионов, мы не говорим вам про быстрый результат. Здесь очень медленно результат. Это изделие вяжется, я вам честно скажу, первое изделие, я не встречала никого, кто бы, например, болеро связал раньше, чем за 5 месяцев. Вот самое быстрое — это за 5 месяцев кто-то его связал. Но это было первое изделие в освоении, то есть человек проходил мастер-класс, изучал материал, оплачивал, опять же, да, каждую часть по отдельности. И вот самый быстрый мастер связал за 5 месяцев. Я не уверена, что те мастера, которые придут изучать жилетку, свяжут ее за 5 месяцев, хотя подразумевается, что тут нет рукавов, понимаете, в этом и прелесть, что здесь вы сможете действительно, вам пока не нужен будет манекен, вы сможете просто познакомиться хотя бы на планшете, да, с этой выкладкой. И в дальнейшем, если вы втянетесь, если вам понравится, то дальше можно уже будет более такой профессиональный путь для себя отметить. Мы, кстати, делаем скидки для тех, кто у нас заказывает манекен, и вы у нас проходили какое-то обучение большого мастер-класса, например, жилетка тоже считается, то у вас достаточно весомая такая скидка на манекен
Сможете потом ознакомиться. У нас есть сайт. Мы сейчас, правда, его перенесем вот в эту платформу delays.studio и обязательно наполним, чтобы все было в одном месте, чтобы вам было удобно в этом пространстве существовать. Вот. Анжелика, а можно еще вот такое вот дополнение? Я когда проверяла ДЗ именно по марафону, я увидела у одной ученицы вопрос по вязанию вот клоунза, Да. потому что в ожерелье у нас есть клоунс. Она писала, что ей она не получается у нее, почему две петельки на крючке, то есть вот такие вот моменты, это просто был новичок. То есть только делала первые шаги мастерица. Я хочу, ну вот это просто мое предложение, можно ли именно исторически у нас есть по истории лекции. э, По истории м, кружева. Да, там, по-моему, есть по клоуну. Конечно, это вообще, знаешь, моя мечта когда-нибудь дойти до истории кружева, обработать, скомпоновать более понятно, потому что там были прямые эфиры, и там была не совсем качественная презентация. Презентации есть на самом деле, прямые эфиры записаны есть. Мне нужно сесть и делать этот монтаж, чтобы вот эти уроки минут на 20 про кружево, там, ты знаешь, да, там лекция 11, где-то 12 лекций было записано. Мне очень хочется вернуться к этому. Поэтому, Сафина Гульфия, если вы слушаете этот прямой эфир, пожалуйста, не забывайте о нас. Это, кстати, искусствовед, который помогала нам создавать эти лекции. И опять же, это про женское вот это сообщество, где мы объединяемся. То есть это была ее, так сказать, помнишь, это же она написала такая идея. Я вот искусствовед, мне нравится кружево, мне нравится ваше вязание, я у вас там прохожу такой-то мастер-класс. А можно я вот сделаю такие лекции на вашей, ну, для ваших мастериц. И мы записывали такие прямые эфиры про историю кружева. Представляете, насколько это уникальный контент. То есть это то, чего вы не найдете на просторах интернета. Это то, что Гульфия сама по крупицам собирала в разных книгах, журналах, везде, 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 создавала целые презентации и вела вот такие эфиры. Но сейчас это было на той площадке, сейчас будем все переносить, все переоформлять и будем наполнять эту библиотеку нашего дома кружева, да, то есть мы постепенно. То есть нам нужно время. Я думаю, вы понимаете, объем колоссальный, у нас команда маленькая. Но хочу со временем, что именно вот в этом изделии, в жилетке, именно был один урок по клоунзу, истории. Вот где этот узелочек вообще родился, кто автор и почему такое название клоунс. То есть ты предлагаешь вводную часть, например, добавить этот урок потом, Да. чтобы... Хорошо, только запиши это где-нибудь обязательно, когда мы дойдем до истории кружева, мы туда добавим. И может, и потом это будет большой ссылкой на целый раздел по истории кружева, потому что мне бы хотелось, чтобы наши мастерицы, они не только вязали, но они понимали и знали истоки, да, откуда это взялось. Потому что, конечно, коллекция Возрождения — это, ну, что-то новенькое в мире вязания. Тут действительно мотивы другого алгоритма. Но тот же болеро, тот же жакет, это у этого есть истоки. Вы сможете где-то знакомое что-то увидеть в дуплете, потому что Раиса Петровна, она, собственно говоря, как любой художник, он сначала повторяет то, что видел, да, и перерабатывает, потому что я думаю, что ты увидела, но ты не понимала же, как там объясняется, как это связано, но ты понимала, какую форму мотива ты хочешь создать. И ты сделала одну, сделала в симметрии, а потом уже, когда это знаете, как в художественной школе, вы рисуете натюрморты, вы рисуете натюрморты, и вы даже не понимаете, зачем вы их рисуете, но каждый раз приходите и рисуете одно и то же, одно и то же, одно и то же. Немножко драпировка меняется, немного какие-нибудь другие чайники, вазы ставятся, фрукты другие, но на самом деле нарабатывается навык. Да, и потом вы уже просто легко рисуете композиционно, где что поставить, вы уже легко отходите от мольберта, вы видите там эти пятна, где нужно заштриховать побольше, поменьше, где какой цвет добавить. То есть
Все с навыком приходит, вот этим повторением. И это повторение просто необходимо, как для любого творца. Вот если вы хотите заняться творчеством, вам сначала нужно понять, как это вообще творчество создается. Потом уже знать, то есть впитать в себя, да, как. А потом уже идет процесс творения. Вот когда вы освоите это на автоматизме, вот тогда начинается процесс творчества. И, конечно, у этого всего есть истоки, есть история, и надо, ну как, мы уважаем историю, мы, наоборот, хотим о ней рассказывать, потому что если бы не было этой истории, не было бы, собственно говоря, и нашего кружева. Вот здесь вот пишут, а как сделать ВТО большой розы, я не смогла. Но я думаю, что мы сделаем вот эти видео, как можно будет Это закрепить. Наталья также, вот она спрашивала про ВТО, она написала, что эта платформа очень нужна. У меня вот возник вопрос по ВТО, и, конечно, благодаря той же самой платформе мы остаемся с вами на связи и можем проводить подобные прямые эфиры. Ну, мы потихонечку, как в своем доме, наводим порядок, Да, по вот всё по кирпичику. шкафчикам. Так что вообще замечательно, что у нас теперь есть свой дом, и мы здесь будем с вами учиться и работать. То есть он сделан под нас и для нас. Да. Очень, очень спасибо большое нашим разработчикам, Анжелике. Я думаю, что э, это просто очень большой выход вот в том положении, в котором мы сейчас оказались все. Ну, я думаю, что всегда вот такие, э, ну, вот потрясения, они заставляют нас двигаться, что-то создавать новое, чтобы остаться на плаву. Вот здесь вот такой вот момент получился, и спасибо большое, что нас поддержали и дали нам возможность организовать свой дом. Да. Это мы как-то через кризисы всегда растем с тобой. Это Очень не хочется, чтобы это входило в привычку, но начиная с 2020 года мы вот вынуждены вообще через эти развиваться, потому что мы знать не знали, что в онлайне кому-то нужно наше кружево, кому-то нужно, чтобы мы его обучили этому ирландскому. Мы у себя в городе сидели, делали мастер-классы оффлайн, и тут всех по домам и думаем, так, что делать? Деньги-то нужно зарабатывать, проект надо двигать, чтобы он развивался. И мы такие, ну попробуем в онлайне, мало ли это кому-то нужно. сначала со своими, которые у нас были в Омске, Да, мы делали. да, да, да. У нас группка маленькая была, ну, то есть вообще был шок полный. Мы в Zoom вышли, там также общались, дома сидели, думаю, ну так, нет, давай попробуем, может быть, кому-то это нужно. И вот сейчас я вижу, что это был верный шаг. Представь, Олеся появилась у нас, Альбина, Ирина. То есть я могу прям перечислять, это целая семья, и та же Сафина Гульфия, она прилетала в Омск, пролетом была, и мы с ней вместе и погуляли, и пофотографировались, и поужинали, и обнимались. И я понимаю, что это действительно не просто мастер, который купил мастер-класс у нас. Это целая семья создается, такая творческая, где мы друг друга поддерживаем, помогаем и вместе растем. Да, у Постепенно. нас, кстати, у нас даже Алла, которая у нас именно мастерица с оффлайна, с Да, она нашим. здесь тоже присоединилась к нам. И вот как раз она была в той маленькой группке. И я думаю, что ей прям особенно интересно наблюдать за тем, как мы вот выросли, как мы растем и добрались до Лондона практически. Чуть-чуть осталось, поэтому если вы рядом там, или, может быть, будете рядом 11, 12, 13, там будет выставка, можно будет ее посетить. Там будут мастерицы, которые у нас связали изделия, проходили наши мастер-классы. Можно будет вживую познакомиться. Так что да, они за нас там будут уже ну как, нас представлять. Я вижу, что в Телеграме уже Лидия написала спасибо за эфир. Я думаю, что мы можем завершать наш прямой эфир. Ссылочку на вот эту оплату марафона мы пришлем вам в рассылке, если вы записывались на наш марафон. Ждите письмо. До 25 апреля это все включительно будет действовать. Промокод тоже на любой наш мастер-класс, который сейчас есть в доступе на сайте delays.studio. Промокод марафон. Мне вот тут подсказал Коля, что не обязательно с маленькой, с большой буквы, тут прям вот по-разному. Он будет
будет применим. 10% дарим всем участникам данного марафона. И хочу еще сказать, что вы можете приобретать мастер-класс. Первый прямой эфир будет после 11 мая. Эфир знакомства внутри группы, так сказать. Познакомимся с каждым мастером. Олеся будет курировать, помогать вам. А пока вот до 11 числа у вас есть время заказать ниточки, подготовиться. Может, вы уже начнете самостоятельно изучать мастер-класс, но именно с группой стартуем первого потока 11 мая. Спасибо большое, что пришли на эфир. Если бы вы не пришли, эфир бы не состоялся. Помните, все, что мы делаем, это для вас и благодаря вам. Пожалуйста, берегите себя. До свидания.